Добрый день! Сегодня делаю бутылку шампанского в виде жениха. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Итак, я заранее подготовила шампанское, сняла родные этикетки, помыла и хорошо просушила бутылку, а затем обклеила двусторонним скотчем. Начинаю с воротничка. Ширина ленты 2,5 см. Определяю центр всего декора. В шампанском всегда ориентируюсь на красный язычок в фольге. Будем считать, что это губы жениха. Не всегда получается точно угадать с длиной ленты для воротничка. Придется подрезать лишнее и обжечь край. Теперь делаем рубашку. Главное хорошо натягивать ленту и тщательно приклеивать концы. Следующий слой. Еще один. И последний. На рубашку ушло 4 отрезка ленты. Теперь создаем пиджак. Сзади добавляю полоску скотча. И к ней приклеиваю черную ленту. Важно тянуть ленту максимально вниз, чтобы действительно было похоже на пиджак. Продолжаем приклеивать слой за слоем. Мы дошли до уровня, где заканчивается расширение, и дальше бутылка ровная. С этого момента можно приклеивать ленту по спирали, не отрезая куски. Это ускоряет работу. Как правило, шампанское в самом низу имеет закругление, поэтому советую закончить длину костюма жениха примерно за 5 мм до поверхности стола. Теперь нужно сделать центральную планку, на которой будут пуговицы. У меня лента 16 мм, длина в моем случае 15,5 см.
Не забываем обжигать края. Планка готова. Следующая деталь – бабочка. Лента 12 миллиметров. Обжигаем концы. Переходим к пуговицам. Места на рубашке хватает, поэтому начинаю украшать с нее. Для рубашки использую стразы помельче, примерно 3 миллиметра. Для бабочки и пиджака 5 миллиметров. Готово. Ну и какой жених без бутоньерки? Роза из атласной ленты 12 миллиметров. Приклеиваем с любой стороны, где больше нравится. И последняя деталь – цилиндр. Как я его делаю, уже есть видео на канале. Посмотрите, кому интересно. На этом все. Напоминаю о подписке и лайках. Заранее благодарю. А еще жду ваших вопросов и комментов. Обещаю ответить быстро. Удачных экспериментов!